Подбирая растения для своего сада, очень многие отдают предпочтение тем, которые способны цвести как минимум все 3 летних месяца. Именно в этот теплый сезон мы чаще всего посещаем свои загородные участки. И приезжая, нам хочется любоваться не только аккуратным газоном и декоративно-лиственными культурами, но и многообразием самых разных цветов. Предлагаю выбрать из моего списка те растения, которые больше всего подходят вам и вашему саду. Некоторые из них можно выращивать не только в открытом грунте, но и в кашпо. Также большинство из них пригодны для составления шикарных букетов. Начну, пожалуй, с самых красивых и востребованных однолетников. Именно эти цветы при своевременном посеве имеют продолжительное и обильное цветение уже с конца весны, начала июня. Украсить свои цветники, вазоны и подвесные кашпо можно с помощью разных сортов петунии и калибраха. Кстати, эти растения вполне могут перезимовать в теплых условиях. Их также можно черенковать. И самое приятное, что вегетативные кустики получаются более крепкими и вступают в цветение намного раньше выращенных из семян. Это же относится и к ампельному алисому, гвоздике и ампельной вербене, которые также отлично размножаются черенкованием. Пройти мимо ярких композиций, составленных из роскошных каскадов цветов, просто невозможно. Эти обильно цветущие культуры идеально подходят для украшения сада и самых разных мест на участке, придомовой зоны или террасы. Их незабываемое цветение длится в течение долгих месяцев. В эту же категорию стоит добавить биденс и брахикому. Эти растения достаточно неприхотливые и хорошо приспосабливаются к разным климатическим условиям. Их можно выращивать на полном солнце и в легкой полутени. Цветут очень обильно с начала лета до стойких холодов. Биденс выдерживает кратковременные морозы до -5 градусов. Если же вазоны забрать в дом или теплицу, кусты будут раскрывать свои яркие ромашки вплоть до прихода зимы. К подобным культурам относятся остеоспермум и аргирантемум. Если вы хотите разнообразить свой сад на все лето, лучших цветов вам не найти. Это очень щедрые на цветение, многообразие форм и окрасок растения. Их можно выращивать как в открытом грунте, так и в кашпо. Не забудьте про красочный катарантус и бегонию. Для начинающих садоводов и тех, кто не может постоянно ухаживать за цветами, предлагаю посадить самую неприхотливую бегонию, вечно цветущую. Ее цветение начинается уже с конца весны и продолжается до прихода морозов, а в теплых условиях и того дольше. В уходе она совсем не капризная и идеально подходит для составления низких бордюров, подбивки и самых разных вариантов оформления цветников. Это же относится к лобелии и лабулярии. Эти растения выращивают не только в открытом грунте, но и в контейнерах, украшая свою территорию до осенних холодов. Преобразить клумбы и цветники на все лето смогут яркая сальвия блестящая и сортовые бархатцы. Из неприхотливых, долго цветущих культур можно посоветовать синий агератум и львиный зев. Я заметила, что эти цветы также способны давать свой самосев. Из более высокорослых все лето цветут космеи и однолетние георгины. При своевременном посеве семян на рассаду многие семенные георгины порадуют вас своим красочным видом и разнообразием цветов уже в июне. Эти летники также высевают непосредственно в открытый грунт, но для более раннего цветения лучше вырастить рассаду. Среди однолетних георгин есть множество ярких сортов разной высоты. Весьма популярным и более низкорослым относятся георгины Дэнди, Фигаро и Бомбина. Самый карликовый высотой всего до 15 сантиметров. Это махровый сорт Василиса. Его цветение начинается в июле и длится до стойких осенних холодов. Кстати, тем цветоводам, у которых нет сада, эти малышки можно выращивать на балконе или на комнатном подоконнике. Для создания шикарных бордюров и переднего плана клумб идеально подходят патиогеоргины, но их размножают только делением клубней и черенкованием. Патиогеоргины, в отличие от обычных сортов, зацветают уже в июне. Благодаря компактным размерам их выращивают не только в открытых цветниках, но и в балконных ящиках или кашпо. Украсить на все лето
свои цветники можно с помощью однолетнего дельфиниума и настурции. При раннем посеве семян на клумбу уже с июня станет цвести нигела дамасская. Растение не только простое в уходе, декоративное цветами и ажурной зеленью, но и очень ценное. Полезные семена нигелы еще называют черным тмином. Не менее 3-4 месяцев обильно цветут лантана и бакопа. Эти культуры также можно выращивать в открытом грунте и в контейнере, но на зиму их стоит заносить в дом или теплицу. Эти цветы можно легко размножить не только семенами, но и черенкованием. С начала лета до осени волнообразно цветет эшольция или калифорнийский мак. Для оформления бордюров можно посадить обильно цветущие берез и почвопокровные колокольчики. Не менее ярко и долго, начиная с июня до холодов, цветет кориопсис. Среди садоводов очень популярны кориопсис махровый и крупноцветковый. Растение многолетнее, цветолюбивое и зимостойкое. На одном месте может расти не менее 3-4 лет. Кориопсис также высевают сразу в открытый грунт весной или под зиму. В уходе очень простой, идеально подходит для садов природного стиля, ярких миксбордеров и для срезки в букеты. Продолжительный период цветения имеет яркая мальва, которую еще называют шток розой, и лаватера. Эти высокорослые цветы можно высаживать на заднем плане или вдоль заборов и стен построек. Довольно долго цветут неприхотливая скабиоза и декоративный тысячелистник. Они очень засухоустойчивые и отлично подходят для создания малоуходных цветников в так называемом природном стиле. Начиная со второй половины июня по август своей россыпью белых жемчужных соцветий будут радовать тысячелистник птармика и гипсофила. Эти цветы тоже считаются засухоустойчивыми и жаростойкими. Они также подходят для составления сухих зимних букетов. К неприхотливым сухоцветам, которые цветут яркими соцветиями с июля по середину осени, относятся статица и гелиптерум. Последний зацветает даже раньше, уже в июне. Его можно размножить рассадным путем и прямым посевом семян в открытый грунт. Это один из неприхотливых летников, с выращиванием которого справятся даже неопытные садоводы. Каждый год ваш сад будут украшать яркие соцветия метельчатых флоксов и кентрантусов. Последний еще называют красной валерианой. Только в отличие от своей лекарственной родственницы, выглядит он намного декоративнее и не имеет такого специфического запаха. Да, я совсем забыла сказать про обильно и долго цветущий однолетний флокс Друмонда. Это очень универсальный и простой в уходе цветок, соцветия которого бывают самой разнообразной окраски. В течение всего теплого сезона, а точнее не менее 8 недель, своими яркими цветами украсит сад гайлардия. Растение весьма популярное среди садоводов, и не только за свое продолжительное красочное цветение. Гайлардия хорошо выдерживает жару и временную засуху. Отлично подходит для солнечных цветников. Данный многолетник имеет разные по окраске и размерам сорта. Подбирая цветы для садов и малоуходных цветников в луговом стиле, обратите внимание на астранцию и разные васильки. Ну а если вы мечтаете о белой пене цветов, которая на протяжении всего лета украсит ваши заборы, арки и беседки, обязательно посадите мелкоцветковый клематис польфоргез или фаргезиоидес. В отличие от других видов мелкоцветковых клематисов, эта лиана имеет самое продолжительное цветение. К тому же она не дает поросли и семян, поэтому никакой агрессии по захвату территории не проявляет. Отлично подходит для выращивания на территории средней полосы. А вот из неприхотливых долгоцветущих кустарников можно посоветовать лапчатку, которую в народе называют курильским чаем. Ее яркие цветы бывают желтой, оранжевой, белой и красной окраски. Они распускаются на протяжении всего лета, вплоть до заморозков. Если вы хотите создать пышные бордюры из голубых и сине-фиолетовых соцветий, посадите декоративные сорта котовника и шалфея. Эти засухоустойчивые многолетники цветут волнообразно и очень обильно, начиная с июня по сентябрь. После первой волны цветения их лучше укоротить. Очень популярный среди шалфеев сорт Карадонна.
Его насыщенные фиолетовые колоски невероятно украшают сад. Данный сорт дубравного шалфея за неприхотливость, красоту и продолжительное цветение был награжден Королевским садоводческим обществом Англии. Также стоит обратить внимание на неприхотливые ранние сорта метельчатых гортензий, которые выпускают свои соцветия уже в июне. К таким относятся Дентель де Герон, Early Sensation, Polystar, Вимстред и другие. Ну и какой же сад обходится без королевы цветов розы? Про сорта цветущих все лето роз я не буду рассказывать в этом видео, так как это займет очень много времени. На сегодняшний день уже не проблема найти стойкие и обильно цветущие сорта. Но перед покупкой всегда учитывайте все характеристики растения, его сроки цветения и, что важно, зимостойкость. Я также буду всем благодарна, кто поделится своими вариантами неприхотливых цветов, способных украсить сад на все лето. Не забывайте подписываться на наш канал, а также делиться своим опытом и знаниями в комментариях. А если это видео было вам полезным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на канале Добрый сад.